Тихо падал снег, в пустом небе одиноко светила луна, а в дом ветеринара кто-то постучался. Она читала книгу и еще не спала. Сначала она испугалась стука. В такое позднее время приходят только с плохими новостями. Она быстро одела тапочки, накинула платок и взяла свечу в руки. Стук повторился, еще громче и настойчивее. Отворив занавеску, она увидела мужчину, а позади него стояли сани. Мужчина стучал и умоляюще смотрел на дверь. Он заметил свет от свечи в окне, повернулся к нему и заметил женщину. «Простите за беспокойство, вы ведь лекарь». Женщина поняла, зачем этот мужчина так поздно пришел, и спешно открыла дверь. «Меня Олег зовут. Мне срочно нужна ваша помощь. Вернее, не мне, а ей», и показал на санки. «Надеюсь, что там не ребенок», — подумала женщина. «Я Валентина. Я вообще-то ветеринар». «Да, вы-то мне и нужны». На лице мужчины явно появилась радость. Он побежал к саням и снял шубу. Под ней лежала рысь. «Можно к вам в дом?» И, не дождавшись ответа, мужчина взял в руки дикое животное и понес в избу. Рысь не реагировала на то, что с ней делают. Олег нес ее на руках, а за ним маленькими капельками по снегу оставались красные пятна. Пройдя через коридор, они зашли в дом. В нем было уютно и тепло. Было видно, что тут есть хозяйка, однако следов хозяина Олег не увидел. Мужчина донес рысь до стола и положил ее прямо на него. Валентина принялась рассматривать, что ей принес Олег. Следы капкана на лапы, порванный бок, следы от чего-то еще, скорее всего от ружья. «Ты ее словить хотел, а потом жалко стало?» Удивленно спросила женщина у Олега. «Нет, что вы, прошу вас, сделайте что-нибудь. Потом я вам все расскажу». «Ну, правда. Что это я? Рана серьезная, а она потеряла много сил. Сделаю все, что смогу. Будешь помогать мне тогда». Валентина взяла теплую воду, порвала простынь на тряпке, осмотрела еще раз раны и принялась за работу. Она то и дело просила у Олега подать то одну вещь, то другую. Он пытался делать все быстро, но руки его не слушались. Он слишком сильно переживал за это животное. Неожиданно Валентина попросила нагреть ножницы. Олег послушно выполнил ее просьбу. Когда все было готово, она взяла их и начала доставать из бока рыси что-то блестящее. Она достала пулю и положила на блюдечко. После этого Валентина перевязала рысь и, насколько это было возможно, напоила отваром из целебных трав. Рысь была очень слаба. После того, как дело было закончено, Валентина разрешила мужчине подойти к дикой кошке. Олег погладил ее по макушке, наклонился, что-то пошептал над ее головой и перекрестил. «Я сделала все, что было в моих силах. Теперь дело за ней. Захочет она жить, выкарабкается. Я все удивляюсь, как это вы меня нашли. Ведь я единственная, кто мог вам помочь. Тут поблизости нет ни врачей, ни лекарей. Еще бы небольшое промедление, и не стало бы вашей кошки. Ну, а теперь рассказывай, как все произошло». Она сделала чай на травах, Олегу добавила ромашки, а то было видно, как он нервничает. Они сели за стол, и Олег сделал глоток. Горячий чай с ромашкой, его любимый. И как она угадала, ему сразу стало лучше. Уютное кресло, чай, слова Валентины о том, что рысь поправится. Все это позволило Олегу расслабиться. Он посидел минуту, а потом начал свой рассказ. «Живу я в старом домике, в лесу. Наверное, от лесника он остался. Живу там с тех пор, как от людей ушел. Не смог я жить среди них. Все злые, врут и обижают. А как жены не стало, я и подался в лес. Сначала ходил гулять, и в одной из прогулок я наткнулся на эту избушку. Она была в плохом состоянии, но если посмотреть на нее с другой стороны, то можно было найти плюсы. Бревна хорошие, крыша почти целая. Внутри рабочая печь. Я рукастый мужчина, для меня не составило проблем привести ее в божеский вид. Подумал я, да и решил жить здесь. Как раз к осени все было готово. Взял свои пожитки и дружка. Это собака моя. И ушли мы жить в ту избушку. Жили мы спокойно в единении с природой.
Летом я грибы и ягоды собирал, зимой ходил на охоту. Дружок мне в этом помогал. И вот в один из дней дружок ко мне не вернулся. Где я его только не искал, звал, переживал. Но не суждено нам было больше увидеться. Это я уже потом подумал, может, на волка нарвался или на медведя, хотя волков тут никогда не было. Пару недель спустя я начал замечать следы. Человеческие. Затем мне стали попадаться капканы. Я сразу понял, что нехорошие люди здесь ходят, браконьеры. Думаю, что и мой дружок к ним в капкан попался. Я эти ловушки и капканы портил специально, а те, что испортить было нельзя, уносил с собой в избу. Так продолжалось какое-то время, пока в один из вечеров я не услышал хруст. Знаете, как будто что-то упало за окном. Я отложил свои дела и вышел посмотреть. Недалеко от крыльца в куче снега лежала она, и он показал на рысь. Я подошел, чтобы посмотреть. Было видно, что она сильно пострадала. Следы от капкана, рваный бок. Видимо, там были еще и собаки. Рысь из последних сил поднялась и, шатаясь, пошла в сторону моего дома, оставляя за собой след. Она подошла к нему и упала. Видимо, потратила последние силы. Какое же умное животное решило укрыться у меня? Но что я мог сделать? У меня даже бинтов нет. Посмотрел я на нее, сбегал за санями, да и сюда побежал. Слышал, что тут где-то лекарь есть. Видимо, чутье какое-то привело меня к вам. Так они проговорили до самого утра. Он рассказывал ей о своей жизни, а она о своей. О том, что она всю жизнь проработала ветеринаром, лечила животных. О том, как ее бросил муж с маленькой дочкой на руках, и как она сама ее вырастила и отправила в крупный город ради достойной жизни. Валентина была хорошей, доброй женщиной, но немного несчастной. Ей хотелось мужского плеча и дарить кому-то уют и тепло. Утреннее солнце показалось в окне и осветило избушку. Валентина пошла проверить, как там ее подопечная. Рысь пережила самый сложный период. Первую ночь. Значит, есть тяга к жизни, значит, все будет хорошо. Валентина этому очень обрадовалась. Она очень хотела, чтобы с ней все было хорошо. Ну что ж, я могу дать вам рекомендации и лекарства. Можете забрать свою красавицу, дальше вы справитесь сами. Я в этом уверена. Олег аккуратно взял рысь и положил на санки. Валентина решила их проводить. Пошли они вместе, да так незаметно и дошли до его избушки. Как так вышло, что я к вам в гости то пришла? Смеялась Валя. Да и оставайтесь у меня, улыбнулся он. Удивительно, что эта мысль не показалась Валентине безумной, ведь бывает так на свете, что два одиноких сердца вот так вот просто могут найти друг друга. Но они не знали, что в это время, пока Валентина была у Олега, к ее дому подошли два мужика, у одного из которых была сильно ранена рука. Дикий зверь боролся за свою жизнь и ранил этого человека. За спиной у них были ружья и капканы, собаки их тревожно рычали и бегали, улавливая запах дичи. Но этим мужчинам было не до охоты. Они стучали в дверь и окна, но им никто не открыл. Ведь единственный врач, которого они могли бы здесь найти, ушел. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.